Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Меня зовут Тамара, и вы на моем канале Тамара Савицкая Вязание. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем вместе с вами вязать четвертую часть уже кофточки, мастер-класс, четвертая часть вот такой вот кофточки по мотивам кардигана Марио от дизайнера Сезам. И это четвертая часть моего мастер-класса. И вы сейчас видите уже немного провязана вот эта кофточка. Вот она в таком вот виде. Вот она у меня лежит на двух парах спиц. И в связи с тем, что в третьей части мы с вами закончили, остановились на том, что вы заканчиваете провязывать ромбик, и должны мы с вами встретиться в 23 ряду. И сейчас будет объяснение, не попетельное провязывание, а объяснение, как дальше вязать. Друзья, все три части, которые были выпущены, они были подробные, и я провязала вместе с вами и регланные линии, и дорожки, и особенно ромб. Я считаю, что подробно и понятно. И в этой четвертой части я начну с того, что на экране будут схемы, значит, всех вот наших схемы, всех наших вот этих изделий, что нам нужно для нашего процесса. Но сейчас я буду больше объяснять, чем вязать. И, в связи с тем, что я думаю, вы уже понимаете, как вязать и как дальше поступать. Итак, друзья, обратимся к моей тетрадке, к моей незаменимой помощнице. Вот смотрите, значит. Так, сейчас я немного приближу. Вот давайте посмотрим. Мы с вами остановились вот здесь. Так, и вот мы должны были провязывать вот 23 ряд. То есть мы закончили наш ромб из 18 петель и провязали 18 ряд, 19. И, значит, я имею в виду по ромбу. Ромб полностью закончен. И ромб наш начинается со второго ряда схемы. Схема такая. То есть, вот, значит, у нас получается с 23 ряда нашего процесса мы начинаем новый ромб. Итак, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16, 18 ряды. Вот, значит, до 40-го. Имеется в виду, что, значит, по нашей схеме. Еще раз, давайте еще раз. 2 ряд, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 37 ряд, 16. Не видно, да? Вот так. И 37 ряд, 16. 18 ряд, это вот уже 39 будет ряд, так? Провязываем по прямой, я имею в виду ромб по прямой, а регланные линии мы провязываем, и наши одинарные двойные дорожки, конечно же, по рисунку. Итак, значит, вот. Вот такие вот у нас, значит, получится вот такое провязывание. Далее, друзья, давайте посмотрим еще раз. Значит, у нас я вот сделала в процессе вязания, вот вы же видите, провязано. Укороченный ряд я сделала в 25 ряду, укороченный ряд в 30, то есть каждый пятый, в 35 ряду, и потом дальше в 40 ряду. То есть это вот укороченные ряды. Далее петля. Я сделала петлю, значит, так, далее я сделала петлю в 47 ряду. Вот у меня отмечена петля 47 ряд. Теперь, значит, по поводу передней полочки, друзья. На передней полочке мы сейчас начнем вывязывать ромб на 19 петель. И я хочу сказать, в настоящее время, если вы вяжете точно так, как и я, у вас сейчас на передней полочке, не считая, конечно же, так, я сейчас покажу, вот,
на передней полочке, да, вот давайте посмотрим. Не считая вот этих вот петель, у вас сейчас вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот. У вас здесь 14 петель, а вам нужно 19. Сейчас я схему покажу от руки. И, значит, то есть вам 5 петель не хватает. Что делала я? Значит, ну, вы видите, опять же, мою схему. Вот у нас вот эта вот передняя полочка. Вот это третья часть нашей схемы. Ну, вы знаете, наша вот эта схема прибавочек, она состоит из 3 частей. Анатомический реглан. И вот из этой третьей части я взяла 3 петли. Вот. Первоначально. И начала вязать, вязала, дошла до 29 ряда. И посмотрела, что у нас прибавки. И приняла решение, что я не отсюда эти 3 петли возьму. Но я уже сейчас зачеркивать не стала. Вот стоят минусы карандашом, видно вам. Значит, я вот начала вязать ромбик, все хорошо. И вот здесь я не делала прибавки. Передних полочках. Просто вязала по прямой. Вот здесь в 35-м сделала прибавку. В 37-м у нас уже петель здесь нет. Вот. Ну и закончила так вязание. Итак, друзья, сейчас покажу вам схему. Вот эту схему я сделала от руки. Кладу, можно сделать скриншот. Так, вот так, да? Вот. Может быть, кто-то не знает, как сделать скриншот. Вы можете поставить под видео. Есть такое колесико кругленькое. Его можно, там настройки, можно остановить или замедлить движение видео. И вам будет понятно, как провязывать. Значит, вот. Условные обозначения такие же, как в том ромбе. 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли с наклоном вправо. Так, может быть, не видно. Ну-ка, вот так, наверное, будет видно. Лицевая накид, 3 вместе с центральной и 3 вместе с наклоном вправо. Схема такая же, но тут только разница. Вот расширенный ромбик, там 4 петли. Вот здесь 4 петли, так? А здесь по 2 петли. То есть схема вот с такими вот дорожками, она главным образом предназначена для рукава. У нас на передних наших полочках есть вот такая двойная дорожка. Так? То есть она нам не нужна. Нам важен вот этот ромб. Понятно, да? Вот. Ну и вот, давайте. Значит, мы сейчас, вот, смотрите, передняя полочка, у вас 14 петель, и вы добавляете и в лицевых, и в изнаночных рядах так, чтобы вам одновременно начать вязать здесь ромбик, а вот здесь на рукаве уже будет второй ромбик, чтобы у вас, ну, вы понимаете, что было все одновременно. Далее, в 35-м ряду, в 35-м я начала делать на ромбике, возле ромбика, здесь уже много, это рукав, было много петель, и вот эту вот двойную дорожку на 3 петли, ну потом уже с накидами 5, я стала здесь делать. А уже позже, но я не записала в каком ряду, я стала на рукавах делать одинарную дорожку. Так, это рукав. И здесь уже в рукаве я никаких действий предпринимать не буду. Так и буду дальше вязать. Ну, прибавки буду делать. Вот, итак, вот эта схема, сейчас положу, ну, крутится немного эти мои спицы. Значит, вот эта схема, вот смотрите, одновременно мы вяжем такой же ромбик на рукавах, ну, на втором, конечно же, и на, значит, на передней полочке. Так, понятно, да? Далее идем на спиночку. Вот мы находимся с вами вот здесь. И вы знаете, я поставлю, опять же, когда буду монтировать, поставлю везде эти схемы. Значит, вот, вы находитесь вот здесь, и вам нужно вот этот ромбик. Ромбик на 23 веточки. Его нужно самостоятельно связать. Если какие-то проблемы, вы включаете видео, 3-ю часть, вот, и смотрите, как вяжется. Кроме того, ну, не знаю, как еще сказать. У меня есть мастер-класс по ромбику, но там, правда, без вот этих вот, без веточек ромбик. Ну и вот, значит, и одновременно с ромбиком, вот видно, что оно одновременно, да,
Но опять же, такой вот нюанс. Я хочу сказать, что когда вы начинаете вот здесь на 3 петли вот эту двойную дорожку делать, у вас вот здесь должно быть одинаково, ну, чтобы не было как бы разночтения, разнобоя. Если вы здесь вяжете лицевая, накид, лицевая, то есть первый ряд, то и здесь у вас должен быть тоже лицевая, накид, лицевая. Ну, думаю, понятно. Вот. И, значит, это мы, значит, когда вы провяжете все, опять же, провязываем ромбик. Вот этот, он состоит из 18 рядов, то есть провязываем и 18, и 19. Для чего это нужно? Для того, чтобы вот здесь, так, немножко сейчас потяну, вот, чтобы вот здесь вот была вот эта такая, ну, как бы небольшая дорожка. Вот, потому как если 18 ряд не провязывать, а начинать с него уже формировать вот схему нового ромба, я вот, ну, немного так потренировалась, посмотрела, некрасиво. Поэтому провязываем, значит, вот этот ромб у нас на 16 рядов, так, на 16, вот. Но то же самое, у нас должно быть все параллельно, ну, думаю, понятно. Провязываем и вяжем. Итак, я вот в настоящее время, у меня здесь 47 ряд. Так? Значит, вот у нас на рукаве, вот здесь одинарные дорожки, я их начала формировать в 35 ряду. Так, и вот сейчас я вязать буду 47 ряд. Да, в 45-м я, значит, да, вот в 45-м ряду, вот у меня, вот в 45-м ряду, я начала формировать петлю, вот петлю делать стала, вот. Так что, ну и так, друзья, сейчас я все красиво положу, но уже не вмещается. Значит, наша цель, друзья, нам нужно двигаться к азиатскому ростку и к подрезам. И, может быть, это одна из причин, что я уже попетельно с вами провязывать, ну, не буду, чтобы нам вот это все провязать, закончить наши регланные линии и начать вязать азиатский росток. Вот. Итак, вот наше изделие. До следующего включения. Итак, друзья, продолжаем наше вязание. У нас очередное включение. Вы видите, у меня уже довольно большое полотно, довольно много провязано. И я хочу рассказать, как я вязала вот эту часть. Итак, друзья, мы с вами остановились на том, что я начала вязать 39 ряд. И вот карандашом, вот вам видно, да? Я для вас написала, какой конкретно ряд. Вот, по нашей схеме, вы помните, что схема с цифры 2, да? 2, 4, 6 и вот так далее. Я провязала вот 18 рядов включительно, ориентировалась на схему большого ромба, как я его называю, то есть ромб с веточками на 23 петли. Так? И 19 изнаночный по схеме, имеется в виду по той схеме. И остановилась я вот здесь, вот здесь я остановилась, так? И, значит, тоже хочу рассказать, как я провязала. Значит, смотрим, 39 ряд, да? Так, видно. Сейчас я приближу, попробую приблизить чуть-чуть. Так, да? Ну, вот видно. Значит, 39 ряд я делаю, это укороченный ряд. Укороченный ряд. То есть, с одной стороны, это 39, а с другой стороны, где у нас другая часть нашей полочки, это будет 40. Думаю, понятно. Дальше 45. То есть, получается, я пришла все-таки в процессе вязания к тому, что я в 5 ряду все-таки делаю укороченные ряды. Дальше 50 и потом 55, и вот стоит точечка, то есть, с другой стороны, значит, ну, нашего вязания, нашей кофточки, это 56. И вот я остановилась, провязав 18 по схеме и 19 по схеме. И вот сейчас мы будем начинать, как говорится, процесс. Начинаем сначала. Далее. Вот все прибавочки вот эти выполнены. И у нас осталось вот буквально вот здесь прибавки. И вот здесь вот у нас прибавки. И опять же, друзья, я рекомендую, ну, я еще не считала, скажу сразу, я еще не считала свои петли. Надо, чтобы у нас вот эти цифры,
Так, сейчас, вот, что наши вот эти цифры, которые нам необходимы были, чтобы все к концу нашего вязания, вот мы двигаемся к 72 ряду, чтобы у нас все совпало, так, и мы будем двигаться плавно к азиатскому ростку. И в следующем включении, я так планирую, так, я покажу вам, как мы будем вязать азиатский росток. Я посчитала, давайте вместе с вами посчитаем. Так, карандаша у меня рядом нет. Ну, значит, второй ряд, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Вот 71 ряд, 16. Нам нужно 18. Значит, мы провяжем еще, значит, 73 и 74, как бы нужно смотреть по регланной линии. Если у вас очень большая регланная линия получается, то можно остановиться вот здесь, на 16 ряду. Я буду вязать, я буду тоже смотреть. Я планировала себе регланную линию, если вы помните, 31 сантиметр. Я вяжу на размер 50, 52, но в бедрах у меня 52. Вот. Поэтому я буду смотреть в плане вот реглан. Я, возможно, буду одевать на какой-то топ эту кофточку. Конечно, я буду еще думать, планировать, как лучше, как оно, ну, у меня получится. И я в самом начале думала, что я все-таки на какой-то топик буду одевать, и поэтому у меня регланные линии не 27, вот как есть схемы, таблицы в интернете, а 31. И я вот посмотрю вот к концу вот этого вязания, замерю свой реглан. Сейчас у меня реглан, так, давайте-ка замерим, сколько у меня реглан сейчас. Регланную линию замерим. Сколько у нас регланная линия? Ну вот, почти 20 сантиметров. Ну, я уже подвигать не буду, поверьте на слово. Почти 20 сантиметров. То есть мне где-то 11 сантиметров надо провязать. И я, конечно, и сама примеряю, и вам советую. Значит, чем реглан хорош? Тем, что мы можем его примерить в любую минуту на себе и посмотреть. И добавлю, вы помните, что я вяжу со свободой облегания. Я добавляла на свободу облегания. Вот. И поэтому моя вот эта модель, моя кофточка, она получается свободной. Я уже примеряла. Вот она у меня такая свободная, ну, скажем, элегантный вариант. Вот, мне нравится. Итак, вот давайте посмотрим. Вот наши ромбы. На передней полочке у нас уже здесь, значит, 2 ромба с веточками. Дальше давайте посмотрим наш рукав. У нас на рукаве в настоящее время вот здесь очень много свободных петель. И я уже здесь не планирую ничего вязать. У нас будет такой рукав. И на моделях в интернете, и девочки вязали, я видела, что уже рукав, там, допустим, после вот этих вот дорожек, он идет просто лицевая гладь. Поэтому я думаю, что я поступлю точно так же. Значит, у нас одинарная дорожка, двойная дорожка, ромбик на 19 петель. Дальше, ну, опять же, двойная дорожка, одинарная дорожка. То есть тут все понятно, я думаю. Давайте посмотрим спинку. Ой, зацепилась. Я, значит, на 2 пары спиц, значит, распределила все полотно. Кто-то у меня спрашивал из подписчиков, ой, потерялись петли, ну ничего. Вот эти спицы с розовой леской, это Адди. Очень хорошие, мои любимые спицы. Вот эти зелененькие, это Knit Pro. Knit Pro. Они тоже хорошие спицы, но здесь леска такая более тугая, и она хуже гнется. Ну и, соответственно, чуть-чуть на пару рублей, я живу в Беларуси, на пару рублей вот Knit Pro дешевле. Вот. Ну вот у меня троечка есть, значит, Адди, и троечка вот такая Knit Pro. И вот давайте посмотрим на спинку. Так, сейчас я вот так вот поправлю. Вот в настоящее время, что у меня на спинке, давайте посмотрим. У меня 3 ромба выполненных на 23 петли. Дорожка идет на 3 петли.
и маленький ромб, так, наверное, не видно его, сейчас вот так, и вот он, вот, и маленький ромб на 11 петель. Здесь у меня будут появляться петли, но я уже не знаю, я посмотрю, значит, мы будем вязать по нашей схеме анатомического реглана, у нас, значит, наша схема из 3 частей состоит. Если в 3-й части у меня здесь, ну, добавятся петли, я посчитаю, посмотрю, может быть, я начну что-то вывязывать, но в данный момент я пока не планирую, мне кажется, все хорошо, и вот давайте посмотрим дальше. Так, здесь точно так же, значит, у нас, вот нет, вот так вперед надо чуть-чуть, вот здесь у нас тоже, ну, здесь спица мешает, вот так, вот, здесь тоже у нас дорожка, вот это на 3 петли, которая с накидами, потом получается 5, и маленький ромбик. И я буду сейчас начинать то же самое, тоже 2 маленьких ромба, дорожки, и в центре на 23 петли большой ромб. Ну, я его так для себя назвала большой ромб. Ну, он действительно, ромб такой же самый, но за счет количества петель и расстояния, вот этого расстояния между ажурными дорожками, я его назвала большой ромб. Ну и дальше переходим на второй рукав. Вот на втором рукаве у нас то же самое. Вот, значит, смотрим. Вот одинарная дорожка, двойная дорожка, ромбик на 19 петель, ну и дальше. Вот. Ну и все. Вот. Я думаю, все вам понятно. Вот. Ну что еще? Мне очень нравится, добавлю, как получается вот эти вот красивая полая резинка, очень такое мягкое, ровное полотно получается. И, предположим, если, как я планирую носить, может быть, на расстежку с каким-то топом, то вот с обратной стороны, вот посмотреть, очень такой красивый край получается, мне нравится. Ну, то есть на расстежку можно будет надевать. Вот. Итак, друзья, вся моя работа уже в таком, можно сказать, неприглядном виде. Сейчас я поправлю. Итак, друзья, до следующего включения, и мы начнем с вами вязать азиатский росток. Итак, друзья, у нас очередное включение, у нас уже довольно большое полотно провязано. Вот показываю, какой реглан. И в данный момент нам нужно провязать азиатский росток. Вначале я кратенько скажу, что у нас уже сделано. Значит, смотрите, вот я все-таки провязала 73-й, 18-й ряд и 74-й по схеме. Если по нашей, то 19-й после большого вот ромба, 19-й. И сейчас у меня получается 75-й ряд схемы, которого здесь фактически нет. То есть я вяжу сейчас первый ряд узора ромбов. Ну, а остальные узоры вы знаете, как вяжется. Далее, в 71 ряду я сделала укороченный ряд. Петлю сделала очередную в 69 ряду. Ну, вот, пожалуй, все. Итак, значит, вот сейчас, вот в данный момент, вот эта спинка. И в данный момент я нахожусь вот здесь. Вот наша регланная линия. И когда я делала расчеты, я сказала, что когда мы будем вязать росток, мы 4 петли отдадим для рукава, а 5 петель мы заберем на спинку. Вы видели, что в процессе вязания наша регланная линия состояла из 11 петель. Но сейчас, когда провязаны по 2 вместе в изнаночном ряду, у нас вот сейчас хорошо видно, вот 4 петли идет на рукав. Я провязываю лицевыми 1, 2, 3, 4. Можно повесить маркер или же взять дополнительные спицы и спиночку вязать на дополнительных спицах. Кто как хочет. Я просто вот возьму отсюда маркер, хотя нет, лучше красный. И мы вяжем поворотными рядами наш узор на 23 петли, и вот эти узоры выполняем, вернее, не реглан, а остальные узоры выполняем. И провязывать мы с вами будем сейчас росток. Значит, здесь у нас мы берем 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5 с изнаночной, вот показываю. Мы с реглана эти петли мы вяжем лицевыми и добавляем их
к петлям спиночки. Друзья, ну, я думаю, что вы посчитали, у вас петли спинки и передней полочки и рукавов соответствуют тому значению, которое мы посчитали, сколько нужно нам прибавить к спинке. И еще я хочу добавить, вот давайте посмотрим еще наш вот этот образец, который я связала. Так, значит так, друзья. В начале нашего вязания, так, видно, не видно, вот так, может быть, вот так вот чуть-чуть подвину. В начале нашего вязания, когда я говорила, что я буду провязывать росток, я посчитала, что у меня, значит, мой росток будет, так вот, давайте, так, вот так вот, что он будет 5 сантиметров, и умножила на ряды, получилось 14 рядов. Но я не учла, что у нас на спинке не просто ромбик, а ромбик с сеточками. И поэтому считать надо вот выше от линии, где заканчивается последняя веточка, вернее от конца 18 ряда. И таким образом у нас получится, что наш росток где-то 6,5 сантиметров будет, то есть больше. Ну, я думаю, это вас не огорчит, если чуть-чуть больше у нас спереди будет вырез. Что такое росток? Росток, друзья, вот покажу сейчас аккуратно. Росток – это разница между спинкой и передом. Сейчас покажу, сейчас еще раз, вот так аккуратно. Вот я уже положила, нет, вернее, не так, вот петельки вперед, вот так. Вот эта разница между спинкой и передней полочкой, давайте посмотрим, ну я вот приблизительно положила. Здесь у нас 4, значит чуть-чуть больше, вот так. Вот где-то 6,5 сантиметров у нас будет наш вот это за счет азиатского провязывания азиатского ростка. Вот у нас будет наша вот эта вот горловинка, она будет больше. То есть не 5 сантиметров, а 6,5, чуть-чуть больше. Ну, это, думаю, несущественно. Для меня, например, это, ну, как бы несущественно. Итак, значит, друзья, провязываем. Я думаю, вам тут понятно, ничего сложного. Провязываем обратно поворотными рядами, и потом мы с вами встретимся. Значит, доходим вот, хотя нет, я с вами сейчас провяжу. Так, я провяжу за кадром. Итак, вот мы подошли, вот наш конец спинки, и мы должны захватить еще 5 петель. Вот провязываем 1, 2, 3, 4, 5. И разворачиваем наше вязание. Первую петлю снимаем как кромочную. И дальше вяжем изнаночными по рисунку, провязываем нашу спинку. И нам нужно провязать, не учитывая этого ряда, еще 17 рядов. Вот. И провязываем так далее. Я встречусь с вами, когда будет по прямой азиатский росток связан, и расскажу, что мы будем делать далее. До следующего включения. Итак, друзья, у нас очередное включение. Я провязала росток, вот сколько росток получился. Ну, вы знаете, росток – это разница между передней и полочкой и спинкой. И разница получается это за счет того, что у нас вот длиннее спинка, и у нас вот какая получается горловина. Сейчас я вам покажу. Уже полотно довольно большое. Тут в кадре. Сейчас, минутку, я его положу. Значит, вот мы вот сравняем вот так вот наше вязание. Вот так ровно положим. Вот. И теперь положим сюда. Вот так кладем. Вот сейчас посмотрим. Вот какая у нас разница получилась. Но тут нитки, ну что делать. Значит, вот такая у нас разница. Вот. Разница нашей горловине. На мой взгляд, даже красивее, чем я планировала, 5 сантиметров. Она у нас получилась немного больше. Давайте посмотрим, какая у нас длина. Сколько у нас получилось сантиметров? Вот 6,5 сантиметров.
То есть, ну, вот такая вот будет у нас горловина. Вот здесь вот у меня вот я все ровно сложила. Ну и вот, теперь далее. Значит, друзья, я собрала на нить наш рукав, вот на нить. После того, как я сделала, значит, азиатский росток, я один рукав собрала на нить, и сейчас мы с вами соберем второй рукав. Вот такую нитку приготовьте, иголку. Если есть вот такие, можно такую, конечно, она хорошо будет смотреться в кадре, но здесь такое широкое ушко, я начала делать, а потом посмотрела, очень такая нежная пряжа у нас, и даже, скажем, жалко, ну, дыры будут большие. Итак, вот давайте посмотрим. Вот петли спинки, один рукав там, а вот это у нас второй рукав. И вот начинаем его собирать. Значит, в рукав мы часть регланной линии, как вы помните, у нас пошло сюда. Ну, мы отдали петли для спиночки, а остальные мы собираем вот просто вот так на иголку. Некоторые собирают, я знаю, на спицы, на булавки. Ну, кто как. Итак, вот я соберу все петли вот так вот на нить. Я думаю, вам все понятно. Собираем. И до следующего включения. Так, друзья, следующий мой шаг, когда у меня, значит, и один рукавчик, и второй рукавчик уже я перебросила на нить, у меня здесь я вязала на 2 парах спиц. Значит, следующий мой шаг, я все переношу на одну спицу. Так, ну, тоже с маркерами. Вот, переношу на одну спицу и добавлю, друзья, что на спинке я полностью, сейчас я положу вот так, это важно. Значит, вот от сих пор и до сих пор, вот как этот наш, так, как тут показать, ну вот так вот, давайте положим. Вот я провязала полностью раппорт 19 рядов, то есть 18 рядов по схеме и 19 изнаночный. И еще я провязала первый ряд. Вот мы закончили вот здесь на передней полочке первый ряд узора по схеме, ну, под цифрой 2, конечно. Я здесь еще провязала вот этот ряд, и нахожусь я вот сейчас вот в этом месте, в конце спинки. Значит, я вот сейчас все перебрасываю на одну спицу. Вот я сейчас это уже, значит, за кадром сделаю и расскажу, что мы будем делать дальше. Итак, друзья, у нас очередное включение. Я нахожусь вот сейчас в этом месте, где наш азиатский росток. И нам нужно, я планировала набрать 8 петель в моих расчетах для подреза. И плюс планировала, где-то будет петель 5, я наберу вот так вот, ну, за наши дужки вот так вот. Я планировала петель 5, я еще наберу, но здесь у нас немножко получился росток побольше, следовательно, петли мы здесь наберем попозже, их немножко будет больше, чем я планировала. Поэтому я набираю воздушными не 8 петель, а я наберу 6 петель, на 2 петли меньше. Вот я набрала 6 петель, и далее нам надо соединить наше вязание. Вот таким образом. Постараемся соединить, ну, как можно туже, чтобы здесь не было лишних отверстий. И у нас здесь наша передняя полочка. И вот мы в переднюю полочку отдали часть, значит, нашей линии реглана. И эту линию я буду провязывать лицевыми. Итак, напоминаю, нам сейчас нужно по нашему плану, по нашей схеме вязать первый ряд. Первый ряд это у нас начинается по схеме с цифры 2. Так, маркера у меня здесь нет, сейчас я отсчитаю 19 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Вот еще одна петля. И мы сейчас вместе с вами провяжем. Значит, первый ряд схемы. Так, у нас получается 6 лицевых. Так, можно маркер повесить вот сюда. Итак, мы повесим вот сюда маркер, где у нас, чтобы нам отделить наших 19 петель. И начинаем провязывать. И вот вяжем далее по схеме. Вот двойная дорожка.
одна петля отделяет, здесь 2 петли отделяют. Дальше вот одинарная дорожка у нас будет, вот одинарная дорожка, 2 лицевых, изнаночная и наша полая резиночка. Вяжем полую резиночку. И теперь нам нужно подойти будет ко второму рукаву. Но я думаю, вы это сделаете самостоятельно. Вот наш второй рукав. Здесь мы тоже сделаем 6 воздушных петель. Вот. И начнем наше вязание. Итак, до следующего включения. Итак, друзья, у нас очередное включение. Мы собрали на нити, собрали мы, значит, петли рукавов. И я хочу напомнить, что я примеряла на себя, и хочу напомнить, чтобы вы тоже сделали то же самое. На 2 пары спиц можно все вот так вот надеть и примерить. И я сейчас беру сантиметр и посмотрим. Так, сейчас в кадр, ну, чтобы было видно. Значит, вот это наша спинка. Так. Посмотрим, сколько у нас сейчас, ну так чуть-чуть растяну, буквально немного. Сколько у нас есть петель, ну надеюсь, так, видно, не видно. Вот. У нас, так, видно, наверное, 51 петля. Значит, 51 петля. И мы еще обязательно сделаем, значит, петли наберем на подрез. Потом у нас петли мы наберем еще вот по вот этой, где у нас азиатский росток, мы вывязывали вот здесь вот на полочке, на спинке. И тогда у нас на рукав будет достаточно и будет все хорошо. Поэтому теперь, значит, давайте посмотрим. Вот, итак, у нас провязан первый ряд, по схеме это цифра 2. И мы сейчас продолжаем наше вязание. Значит, мы вяжем на изнаночной стороне. Вот эти петли набранные провязываем лицевыми. И по изнаночной стороне подвигаемся вот сюда. Здесь тоже наберем петли и будем дальше вязать. Значит, пусть вас не смущает, что у нас уже здесь набраны петли, мы провяжем ряд, а здесь только вот сейчас наберем. Нам главное, чтобы наш вот этот узор в нашем основном полотне, чтобы узор все хорошо совпадал. Вот. И до следующего включения. Итак, у нас очередное включение. Значит, мы вяжем спинку на изнаночной стороне, вяжем все по рисунку. И вот я подошла к двойным дорожкам. Двойные дорожки провязываем по рисунку. То есть мы сейчас в изнаночном ряду делаем изменения в двойных дорожках, провязываем по 2 вместе. Вот, там дальше изнаночная и дальше петли ромба. И подходим вот сюда, где нам нужно набирать петли. И я хочу сказать, что у нас наш основной узор, наши ромбы, все хорошо у нас совпало и все хорошо провязывается. Но когда вы будете сейчас вот попозже, через какое-то время, вязать вот этот вот момент, где у нас мы соединяем, вернее разъединяем, значит, отдельно петли рукавов, отдельно от тела изделия, то у нас получится с вами, сейчас я покажу, вот довяжу вот эти несколько петель. У нас получается, что на спинке в двойных дорожках у нас как бы идет разночтение узора с основным узором, с этим же узором, который у нас на передних полочках. Вот давайте посмотрим. На передних полочках в двойной дорожке, сейчас, вот на передних полочках двойной дорожки у нас уже сделано, провязана лицевая, накид лицевая, а здесь вот на спинке, так, сейчас, вот на спинке, я только провязала вот сейчас по 2 вместе, и здесь в данный момент отставание как бы, у нас здесь
ну, 2 вместе лицевой, лицевая, 2 вместе лицевой. И нам нужно будет это как-то выровнять. То есть получается, что в каком-то ряду мы возьмем вот на спинке, предположим, раньше сделаем изнаночные, чем чтобы нам выровнять вот этот вот момент, вот этот вместе, чтобы у нас здесь совпало. Либо здесь сделать на один ряд позже убавление, чем, допустим, на спинке. Ну, я думаю, вы поняли мысль. Вот. И теперь у нас вот наш рукав наш, собранный на нить, вот нить белого цвета, вот показываю. И мы здесь тоже соединим и наберем петли. Значит, мы там набрали, у нас было 6 петель. Несмотря на то, что мы идем по изнанке, ничего страшного. Наберем мы сейчас эти 6 петель. Вот я вот так набираю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И соединяем, значит, с передней полочкой и вяжем дальше на изнанке. И соединяем вот здесь как можно, ну, как бы туже. Далее мы помним, что мы вот здесь взяли от нашей регланной линии, взяли петли, добавили на переднюю полочку. Поэтому провязываем просто все изнаночными. Вот, все изнаночными. То есть на той стороне это будут лицевые. Все подряд провязываем изнаночные. Все петли. У нас уже сейчас не будем мы вывязывать регланные линии. Вот. У нас будет лицевая гладь. Вот, значит, а рисунок, основной узор у нас будет по центру спинки, по передним полочкам и по центру рукавов. Таким образом у нас будет. Итак, друзья, я думаю, вам все понятно. Значит, что мы делаем дальше? Мы по прямой, вот от сих пор вниз, по прямой вяжем. Здесь вот у нас лицевая гладь, так? А дальше узор. Вот, я думаю, что вам все понятно, ничего сложного здесь нет. Вот, и посмотрите, какое у нас уже большое полотно. Я вот сейчас положу его. Вот уже какое у нас большое полотно. Вот получается, все красиво. Добавлю, не забываем, друзья, девочки, провязывать укороченные ряды в каждом пятом. И не забываем делать петли. Итак, друзья, очередное включение, заключительный уже этап в этой 4-й части. Я спешу выпустить видео, поэтому очень коротко. Значит, друзья, посмотрите, вот в этом месте, ну, здесь буквально у меня один ряд провязан. Вот в этом месте я планирую, начиная вот с этого места, делать силуэт А. То есть я на себя примерила, посмотрела хорошо. В данный момент все нормально, но у каждого своя фигура, свои особенности. И я буду делать силуэт А. Я, конечно, сейчас с вами провязывать не могу, хочу выпустить видео. Я потом, как его сделаю, я в следующем вступлении, в следующей 5-й части, когда буду показывать, как мы будем вязать рукава, на примере одного рукава, вот, значит, и я расскажу просто на словах, как я сделала вот эти вот прибавки. Вот. Буду делать чуть-чуть силуэт А. Вот. Итак, друзья, до следующего включения. Добавлю, если кто-то захочет вот на этом этапе сделать примерку, то обязательно на 2 спицы и примеряйте очень так бережно, аккуратно, потому как, чтобы вот в этом месте, еще раз покажу, чтобы у вас здесь не растянулось. Итак, друзья, значит, на этом уже наша 4-я часть подходит к концу. Надеюсь, вам все понятно. Если непонятно, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я постараюсь ответить.
Вот у нас уже полотно вот такое большое, все в кадр не все вмещается, но тем не менее, друзья, надеюсь, у вас получается так же, как у меня, или даже лучше, чему я буду только рада. Пишите комментарии, не стесняйтесь. Всего доброго, до новых встреч, пока-пока.